Всем добрый день. Тема сегодня: чем отличается мужской и женский мозг. Тема, мне кажется, многим интересна. Тут очень много слухов, домыслов. Ну, давайте все, наверное, по порядку буду рассказывать. И выявим отличия, какие же есть кардинальные отличия, какие есть сходства между мужским мозгом и женским. Давайте начнем. Все, что у нас есть, это наше физическое тело, это зубы, цвет волос, это волосяной покров, это наши физиологические составляющие, это размер ноги, там, размер головы там, и так далее. Все это записывается в хромосомах, в ДНК. И все это передается нам от родителей. Разница между мужчиной и женщиной в одной паре всего лишь хромосом. У мужчин это хромосомы, ее называют XY, а у женщин XX. Хромосомы контролируют выработку гормонов, а гормоны уже потом контролируют все остальное. Они вообще отвечают за полностью развитие человека, за его строение, за его физиологию и так далее. Когда вот маленький ребенок, только он зачался и всего лишь там чуть меньше месяца ему, то у него нет отличия между полом, между мужчиной и женщиной. После месяца гормоны, уже которые есть в плоде, они уже начинают работать на все там 100%, на всю катушку, и они уже формируют пол. Это либо будет мужчина, либо будет женщина. У мужчин так получилось, ну, так ученые доказали, и на сегодняшний момент это известно, то, что больше развито левое полушарие мозга, а у женщин работают и более универсальны обе половинки, и левое, и правое полушарие. Напомню, то, что левое полушарие отвечает у нас за логику, а правое полушарие за эмоции. Поэтому мужчины, они более логичны, а женщины более эмоциональны. Ну, опять же, мы это все прекрасно понимаем и видим, и это осознаем. Также ученые доказали, тоже на сегодняшний момент уже достоверно известно, то, что у мужчин объем головного мозга, он на 10% больше, чем у женщин. У мужчин больше развито это ориентирование в пространстве, на картах, они больше, как сказать, они больше понимают, куда идти, и на местность они лучше ориентируются. И также у мужчин, так как вот левое полушарие у них более развита это геометрия, математика, склонность к таким наукам. А у женщин это эмоции, как мы уже говорили, это склонность к изучению различных иностранных языков, ну плюс своего, естественно, языка. И у них больше развито творчество, они более творческие, чем мы, чем мужчины. Также, что хочу сказать, то что женщины они могут заниматься одновременно двумя делами. Ну, то есть они могут готовить, разговаривать по телефону, или вот конкретный пример, допустим, они могут ехать на машине, говорить по телефону, также красить губы, то есть они могут заниматься одновременно несколькими делами, и у них это получается, потому что у них связь между правым и левым полушарием, она более четкая, более ясная, они больше синхронизированы, а у мужчин наоборот, если мужчина чем-то занимается, он полностью в это уделяет свое внимание, и он сконцентрирован только на одной задаче. Мужчинам очень тяжело переключиться на другую задачу. Если, допустим, там, мужчина занимается ремонтом, все, у него только ремонт. Если что-то связано там, с компьютером, я не знаю, у него только вот это. Он не может параллельно слушать музыку. Он может, но он это не воспринимает. У него концентрация внимания только на одно действие. А у женщин это они более универсальны, они могут сразу же несколькими делами заниматься. Также хотел сказать то, что когда мы спим, мужской и женский мозг также работают по-разному. Мужской мозг, он больше отдыхает и он не так сильно работает, а женский мозг, он, во-первых, у него работоспособность во сне гораздо выше, гораздо больше, и во-вторых, женщины, они спят более чутко. Это все связано с эволюцией, потому что, ну, как мы прекрасно понимаем, там раньше мужчины были охотниками, они ходили, убивали мамонта, несли добычу в пещеру и так далее. А женщины оберегали пещеру, оберегали очаг, следили за потомством. И когда женщина спит, она реагирует на все изменения, которые происходят в пространстве, ну сейчас у нас не пещеры, а квартиры, она более чутко спит, то есть она может услышать там в соседней, не знаю, в соседней комнате, если что-то там пошевелилось, допустим, ребенок, или что-то там произошло, какой-то звук, она более чутко спит, к этому относится. Также хотел сказать то, что
Логика и интуиция у женщин, они более, опять же, синхронизированы. Для них это почти одно и то же, логика и интуиция. А у мужчин логика и интуиция – это совершенно вообще разные вещи. Ну вот я конкретный пример. Для меня логика – это одно, а интуиция – это совершенно другое. Я воспринимаю это так. А у женщин это как бы синхронизируется. Для них это ничего сложного нет. У них может быть в одном, как сказать, в одном движении по одной прямой выстроена и логика, и интуиция. Также хотел добавить про различия. Когда возникает стресс у человека, мужчина, он сразу же уединяется. Ему нужно побыть одному, подумать, проанализировать ситуацию, найти выход, найти вариант решения. А женщины, они наоборот, когда у них произошел стресс, им нужно это все рассказать, это подругам, знакомым, мужу, да кому угодно. То есть они не замыкаются, они не уходят в себя, они наоборот это все отдают, всю эту информацию и забирают всю информацию снаружи. То есть тут даже разное такое направление, вот большое такое различие при стрессе у мужчин и у женщин, они по-разному себя ведут. Также, допустим, такой пример привести, наверное, банальный. Там, если на дороге лежит мяч, то, проходя мимо мяча мужчина, он его пнет, и это нормально. Ассоциации совершенно другие. То женщина, если увидит мяч, она его возьмет и прижмет там чуть ли не к груди, потому что это все у нас эволюция, это все идет оттуда. Также характерный пример, хотел сказать про различия, это про путешествия. Когда мы ездим с женой куда-нибудь на машине, я измеряю расстояние в километрах, ну, то есть там от точки А до точки Б у нас, допустим, там 100 километров или 50 или там 500 километров. А женщины все время измеряют расстояние по времени. То есть они все время говорят то, что там, час, сколько осталось ехать. Я говорю, там, не знаю, 15 километров или 30 километров. А жена мне все время говорит, так, ты мне скажи, сколько по времени это, 15, 20, 30 минут или час. То есть даже тут у нас разное восприятие вообще времени и расстояния. Мы по-разному думаем. В принципе, у меня, наверное, все. Также, наверное, самое последнее, что хотел добавить, то, что женщины, они умеют читать как будто бы между строк, а мужчины, они более конкретны. Для мужчин нужна конкретика. Должно быть все четко, конкретно, ясно и понятно. А для женщин, так как они более эмоциональны, у них это по-другому работает, и мозг по-другому работает. Опять же, это связано с левым и с правым полушарием мозга. И они как будто бы могут читать, и так оно и есть, между строк. Иногда это даже бывает плохо, то, что ситуация может быть совершенно ясной, а они в этой ситуации найдут то, что мужчина бы никогда бы не нашел и не додумался, то, что это там есть. В принципе, на таких простых примерах я попытался объяснить различия между мужским и женским мозгом. У меня, наверное, все. Всем большое спасибо. Если вам было интересно, поставьте лайк. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.